Всем привет, я Алексей Рощин, и мы с вами, естественно, о чем поговорим, конечно, о только что завершившемся странном действии под названием выборы, и ответим на два основных вопроса. Во-первых, что это было и чего теперь нам ожидать, и второе, почему в этот раз не сработала тактика Алексея Навального, который, можно сказать, погорел вместе вообще со всеми оппозиционными силами, как легальными, так и нелегальными на этих выборах. То есть буквально получилось, что Владимир Путин как катком проехался по всем оппозиционерам, разгромил всех и, собственно говоря, как бы полностью расчистил себе горизонт. Что мы можем про это сказать? Мы простые наблюдатели, это сказать, из-за дивана. Из-за дивана нам видно что? Видно, что, конечно, выборы, то, что случилось, можно называть весьма условно. Потому что все-таки выборы, они предполагают, ну, как бы по своему определению, некую интригу, некоторую борьбу, некоторую, даже сказал, неясность. На этих как бы выборах никакой интриги не было с самого начала. Причем даже не столько потому, что народ так всенародно обожает своего, так сказать, предводителя, сколько в силу того, что и сам режим, который имеет своим руководителем этого предводителя, сам режим сделал практически все для того, чтобы никакой реальной конкуренции на этих выборах и не возникло. И она действительно не возникла. Поэтому многие как-то пытались сказать, что это были не выборы, это был плебисцит, так сказать, по поводу того, разрешает ли народ своему любимому вождю править им еще на 6 лет. Но и на плебисцит это тоже особо не тянуло, поскольку все-таки для плебисцита во всем происходящем было слишком много суеты. Все-таки 8 кандидатов, из них на что-то, ну хотя бы на что-то серьезное мог бы претендовать от силы один, вот, но и тот ни на что претендовать не смог, поскольку его сразу же принялись мочить и поливать дерьмом буквально из всех стволов, из всех бранспойтов. А чем занимались на выборах все остальные, как бы, так сказать, клоуны погорелого театра, вообще было непонятно. То есть, опять-таки, для плебисцита во всем происходящем явно недоставало некоторой монументальности. Все было как-то чересчур опереточно. Ну и потом, конечно, сам факт того, что, пользуясь странной трактовкой Конституции, у нас наш предводитель фактически отписал себе 24 года во главе страны, срок, сколько даже Брежнев страной не правил. Это уже как бы вызывает некоторые подозрения в легитимности происходящего. И думаю, что они еще сыграют. Но это будет потом. А сейчас мы видим, безусловно, огромный триумф. Триумф нашего нацлидера. Почему это произошло? Почему народ со столь явной как бы неотвратимостью снова водрузил на трон над собой одного и того же человека? Вспомним предыдущие президентские выборы, когда выбирали того же самого человека, и тоже было, в общем, там 6 претендентов, непонятно каких. Тогда ведь, собственно говоря, жизнь в стране была намного сытнее, намного
богаче. В стране еще не было столь явно выраженного кризиса. Доходы населения шли в рост. Россия еще совсем не была в международной изоляции. Россия была членом «восьмерки». В России свободно продавались практически все продукты питания из Европы и из США. И мы еще не называли их. Ну, называли, может быть, но так как бы едва-едва. Иногда. И как бы не всерьез. Еще не называли мы геополитическими противниками. То есть ситуация была, в принципе, с какой стороны ни взгляни, ну там, если уж говорить там про количество валютных резервов в казне, так вообще даже и сравнивать не стоит. То есть все было намного лучше в 2012 году. А переизбрался тогда наш великий вождь с большим скрипом. И вплоть до того, что на его инаугурацию в мае 2012 года, как вы помните, даже не решились пускать народ. Он проезжал по пустым улицам, поскольку у администрации президента были серьезные опасения, что толпа будет не столько радоваться, сколько возмущаться и, возможно, даже кидать великого настыдера всякими нехорошими предметами. Вот до чего доходило. Но результат Путина на тех выборах также вовсе не так потрясал воображение. А сейчас? Сейчас у нас 4 года подряд падают доходы населения. В стране совершенно очевидный кризис. Страна в изоляции международной. То есть буквально вплоть до того, что даже самые верные союзники, типа Белоруссии, и те постоянно как-то крутят фиги у нас перед носом, а уж про всех остальных вообще и говорить нечего. Поддержать Россию просто некому. То есть кроме Асада, который просто сидит на наших штыках. И назвать мы не можем ни одной фамилии. Народ нищает, экономика в раздрае, на страну наложены санкции, причем эти санкции постоянно только усиливаются. Соответственно, падает уровень жизни. И главное, что никаких особых перспектив роста этой самой жизни не видать. Вообще никакого экономического роста в России тоже нет последние там, буквально 4 года. Цена на нефть, на наш любимый продукт, тоже болтается низко и, как правило, совершенно не способствует устойчивости режима. И именно в этот момент Путин переизбирается триумфально. Причем ни о каких волнениях, ни о каких болотных, Сахарова вообще не может даже идти речь. Почему так? Неужели все дело просто в том, что тогда у России не было Крыма, а теперь у России есть Крым? Неужели вот чисто ради Крыма люди готовы простить все? И падение уровня жизни, и минусовой экономический рост, и международную изоляцию, и, что мы еще тоже добавим, такой как бы cum grano salis, как говорили древние латиняне, то есть щепотку соли, так сказать, в это блюдо, плюс еще и гораздо более явная угроза ядерной войны, о которой, конечно, в 2012 году могли говорить только совершенно полные маргиналы. В общем, как бы считалось, что эта угроза давным-давно осталась где-то позади в прошлом. А сейчас нет. Эта угроза буквально на пороге. Они разве что бабки у подъезда не разговаривают, хотя уже разговаривают. И вот в этой ситуации вождь въезжает в Кремль буквально на руках восторженной публики. А вся буквально оппозиция, которая, заметим, в 2012 году чуть ли не
уже практически делила портфели в будущем правительстве, куда они войдут, выкинув этого парня. Помните, этим парнем Навальный тогда любил называть Путина. Вся оппозиция буквально разгромлена. Кто-то в эмиграции, кто-то убит. Ну, а кто-то ходит под приговором, и, так сказать, каждый его шаг может закончиться тем, что его посадят уже капитально и надолго. Почему так? Неужели опять-таки все-таки все дело в Крыме? Я бы сказал иначе, дорогие друзья. Дело, конечно, не столько в Крыме. Крым — это фактор, который действовал, может быть, в 2014, в 2015 году. Но в 2018 это уже действует не так, это практически уже совсем не действует. Действует фактор трусости, действует фактор страха. И заметьте, даже невзирая на вот этот вот как бы огромный триумф, особой радости-то не наблюдается. В принципе, даже погода, такой крепкий морозец, практически январский, 18 марта, это тоже как бы говорит о многом. То есть разница между мартом 2012 года и мартом 2018 года в основном в том, что подморозило. Причем ощутимо подморозило. Так что как бы не до смеха сейчас. На улице в сугробе не заснешь, утром не проснешься. И это накладывает большой отпечаток на поведение наших людей. Я бы сказал, проблема народа в том, что народ нынешний оказался все-таки трусоват. И именно в этом проблема оказалась Навального, когда он предложил этот свой бойкот. Понимаете, вот сравним. В 2011 году, тогда совпадали практически выборы в Госдуму и выборы президента, а Навальный предложил всем, так сказать, людям доброй воли: голосуйте за любую партию, кроме партии жуликов и воров. И это имело успех оглушительный. То есть фактически одним лозунгом один человек со своего маленького аккаунта где-то там в ЖЖ подорвал монополию правящей партии в стране. Люди охотно откликнулись на этот призыв. Молодец, это политический гений. Все по него подумали, что он мало кто может придумывать такие идеи, которые переворачивают ход событий. И все ожидали от Навального, что он и на следующий цикл тоже придумает что-то эдакое. Он придумал. Он предложил бойкот на выборах. И также активно его рекламировал. Причем возможностей у него стало гораздо больше. Это уже не только ЖЖ, у него еще и видеоблог, у него еще огромное количество сторонников, которые он накопил за все-таки эти 6 лет. Он не совсем зря провел это время. То есть было как доносить до людей свою идею. Но в этот раз она не сработала. Бойкотировать люди практически не стали. Даже искренние сторонники Навального, даже искренние ненавистники Путина, было видно, что они хотят поверить Навальному. Хотят они послушать его авторитет, не ходить на выборы. Но вот все нутро, оно просто сопротивляется. Как-то не могли люди сказать, что я не пойду на выборы. Как это? А в чем дело? Почему так? Почему тогда сработало, а сейчас нет? Потому что оказалось, что Навальный все-таки тоже гений, может быть, но какой-то односторонний. Он не понял одной очень важной вещи. Что все-таки наш-то народ, практически любой народ, не только наш, все-таки ему свойственно
позитивное так называемое мышление. Никто не хочет голого отрицания. Типа вот я не делаю, и пусть ничего не будет. Люди в своей массе, особенно в политике, которая касается их всех, касается их детей и так далее, они все-таки подсознательно настроены на то, чтобы иметь какую-то позитивную альтернативу. То есть мы сделаем что-то не для того, чтобы ничего не было, а мы сделаем что-то, чтобы было что-то хорошее. Так вот, как я уже говорил вам, если вы помните мои предыдущие выступления, Навальный сделал грандиозную ошибку. Он предложил людям сделать нечто, чтобы ничего не было. Вот вы не пойдете на выборы, говорил он практически прямым текстом, и все развалится. Прогнивший режим падет. И это будет хорошо, говорил Навальный. Именно это на самом деле людей и пугало. Потому что, может быть, даже Путина они не любят. Может, даже они и считают режим неправильным. Но вот эта перспектива, что все развалится, и под этими обломками будет погребен Путин и вся его комарилья, она даже, в принципе, сторонников Навального и ненавистников Путина отвращала, потому что они опасались, что под этими обломками ненароком окажутся и они сами. А этого они не хотели. Надо было... То есть на что люди бы согласились? Пусть был бы такой бойкот, после которого вдруг возникнет что-то совсем другое и правильное. Причем не просто после, когда-то в будущем, а прямо в результате моего, допустим, неприхода на выборы сразу же возникнет хорошая, новая, другая ситуация. Именно этого Навальный и не предложил. Почему? Потому что, как опять-таки я говорил уже много раз, у него нету свежих идей. Главная все-таки идея Навального — это пустите меня на место Путина, я буду делать так же, но гораздо лучше. Он плохо борется с коррупцией, я буду бороться с коррупцией хорошо. Он плохо обеспечивает вас зарплатами, я буду хорошо обеспечивать. Он платит вам маленькие пенсии, я буду платить вам большие пенсии и так далее. Программа Навального и также всех остальных оппозиционных кандидатов — это в принципе программа как бы хорошего Путина. То есть я буду давать вам все то же, что и Путин, только больше и лучше. Но извините. Народ на это не клюет. Народ хочет, если уж хотите что-то нового, так это новое предложите, покажите и убедитесь, что это новое будет лучше. А это не сработало. И поэтому я бы сказал, в этом нынешнем ломе на участке, в этих очередях, люди стояли реально в очередях для того, чтобы проголосовать. Как будто, не знаю, это был билеты на какой-то интересный спектакль или на футбол. Бразилия, Россия. В этом было что-то компенсаторное. То есть, как бы посмотрев, послушав, увидев, что ничего особо нового от оппозиции-то и нет, что она предлагает что-то непонятное, неясное, что-то пугающее, люди как бы бросились к Путину, как к старому дедушке родному, который вот их как бы
Ничего, конечно, он, как бы, как говорится, старый конь-то он борозды не испортит. И пусть он глубоко не вспашет. Но зато это будет хотя бы сохранение. Люди цепляются сейчас, люди цепляются за вот эти вот ускользающие из рук остатки былого, как они читали, благополучия. Оно утекает из рук. Люди-то все понимают, что все, что у нас было, оно у нас просыпается сейчас сквозь пальцы. Все сыпется, сыпется все. Но тем больше страх. Тем больше страх, что если дернуться, то оно просто быстрее просыпется. Опыт 91-го года, он еще в голове. Люди помнят, как быстро все исчезает. Как хрупка эта самая стабильность. И боятся это. И именно на этом страхе очень успешно сыграла нынешняя администрация и лично В.В. Путин. И теперь пара слов, чем все дело кончится. А кончится, мне кажется, все гораздо быстрее, чем мы думаем. Потому что вот этот вот компенсаторный рывок к дедушке или к папаше, и это вот жажда стабильности от отца родного, ведь довольно скоро людям за нее станет стыдно. Это обычная реакция, так всегда бывает. То есть в какой-то момент, когда это все случится, вот этот как бы радость от того, что мы не то что приняли решение, а то, что мы отказались от принятия решения. Ведь на самом деле выбрать Путина — это не выбрать что-то, это отложить решение еще на 6 лет. И страна на самом деле это понимает. Что мы с вами ничего нового не выбрали. Мы просто отложили решение. И как бы поначалу собой очень гордимся. Да, вот мы вернулись обратно. Знаете, как этот самый муж сбежал от любовницы и сказал, что нет, все, никаких, я буду вот со своей этой старой, пылко ее обнял, поцеловал, подарил аж чего-то. А потом наступает вот то самое похмелье. Как бы все прежние минусы, они по-прежнему перед глазами, а никаких новых плюсов-то не получается. Старая жена, она же, так сказать, тоже глубоко не вспашет. Извините за каламбур. То есть груз прежних минусов давит, новых плюсов не появляется, и возникает чувство досады. Как говорил, помните, Тургенев говорил, ничто так не угнетает человека, как сознание только что совершенной глупости. И это чувство скоро придется испытать, ну, всем, сколько там, 75% людей, проголосовавших за В.В. Путина. С вами был я, Алексей Рощин. Всем пока.